Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня начинаю новый вязовлог и хочу показать, какие игрушечки у меня связаны в последнее время. Сейчас будет такое короткое подключение. Просто хочу показать, какие игрушечки еще добавились к заказу. В предыдущем видео я показывала, что у меня заказали игрушки. И вот говорила, что будут дополнять еще, может быть, какие-то нужно будет связать. Так вот. Связала я еще 4 вот таких вот медузки. Немножко, конечно, уже темновато на улице. Ну, хотелось их заснять. Они такие яркие, совершенно не зимние. Такая милота. Вышила им белочки вот такие. Ни бровки я ничего не вышиваю, вот в таком виде их оставляю. Ссылочка на описание будет под видео. Может быть, кому-то тоже приглянулись и захотят связать. Они в бесплатном доступе. Ну, в общем, бесплатное описание. Повесила карабинчики. В общем, вот такие вот брелочки. Если вдруг кому-то интересно, вот такие вот брелочки я продаю по 200 рублей. Вяжется быстро. Можно извязать таким образом остаточки. Ну и, как показывает практика, их покупают. Вот. Такие у меня небольшие дополнения. Также еще мне заказчица попросила связать косточку для собаки. Ну, не для собаки, я имею в виду косточку вот такую собачью. В общем, не знаю, как объяснить, но сейчас все покажу. Ну, обычная косточка, вот как в мультиках рисуют для собачки, да. Так вот, я думала, сейчас быстренько найду какую-нибудь схему в Ютубе, либо, может быть, в Инстаграм. Ну, в общем, схемы я не нашла. Мне нужна была 10-12 сантиметров для брелочка, так сказать. Вот. Ну, в общем, сначала я попробовала связать ее на полухлопке. Вот такая вот малютка получилась. Я не знаю, сколько она сантиметров. Ну, и как обычно, под рукой у меня нет метра. Ну, меньше пальца. С мизинчик, вот. Да, в общем, такая вот маленькая. Попробовала я, в общем, как бы написать такую схему, чтобы можно было не сшивать ничего, как бы начать ее, да, и продолжить и закрыть. Вот такая вот получилась. Конечно, пришлось ее немножко потом доработать, потому что она получилась не совсем такая. Ну, как бы из полухлопка она одна, да, получается. Так, наполнитель. Вот. А из плюшевой пряжи совершенно другое. В общем, вот такая вот получилась косточка. И вы знаете, вот эти вот части у меня слишком были похожи, на сердечки, да, слишком такие вот большие. Вот. И получилась она сама по себе, большеватая. Хотелось ее немножко уменьшить. Вот. Ну и, в общем, схему я доработала, и получилась вот такая вот у меня косточка. Косточку пока мне заказали одну. Вот. Но, кстати, мне присылали фотографии из, наверное, Инстаграма или, может быть, где-то из интернета. И вот там была, в принципе, похожая. Не знаю, конечно, по какому принципу она вязалась, но вот у меня получилась такая. Ну, тут буквально небольшая разница, но вот эти вот выступающие части я уменьшила на один ряд. Может быть, еще надо было как бы уменьшить, да, чтобы она вот такая была. Ну, в общем, на фотографии была примерно такая. И такую я вот связала. Опять же, не знаю, весь ли этот заказ или нет, но на всякий случай решила заснять этот момент, пока у меня есть время и возможность. Вот, потому что
Если вдруг скажет это все, то завтра я просто с утра пойду и уже отправлю. И, ну, не будет возможности отснять этот кусочек влога и показать таких вот разноцветных медузок. Ну, хочется осьминожками их почему-то назвать. Вот. Ну и это уже не заказ, а так просто я потихоньку вяжу брелочки к 14 февраля. В один магазинчик я уже отвезла вот такие вот сердечки. И вот связала еще 3 штучки в другой магазинчик. Получается, у меня из моточка получилось 6 сердечек. И еще там немножко осталось. Но, если честно, я не знаю, было ли у меня полный моток, либо, может быть, я одного крабика из него вязала. Ну, вроде бы полный. Вот. Такие у меня продвижения. На этом пока есть все. Увидимся в следующем подключении. Девочки, смотрите, какая красота. У нас в Краснодарском крае это очень редкость. Конечно, вживую покрасивее, но спасибо и за это. Снова всем привет! Подключилась показать, чем я здесь занимаюсь. Помните, в прошлом видео я вам показывала коробочку, которую я крутила-вертела и не знала, как собрать. Так вот, я ее все-таки победила. Оказывается, я просто сворачивала не той стороной. Здесь вот такой вот вкладыш, который вот так, да, в общем, вставляется. А я его в прошлый раз собирала в эту сторону. Почему-то думала, что вот эта белая, такая вот гладкая глянцевая сторона, она должна быть сюда повернута. Но нет, получается, она должна быть вот так вот. Спасибо, кто написал, что это коробочки кондитерские для каких-то изделий. Ну, я думаю, что они нам пригодятся и для упаковки игрушек. Не очень понятно, почему она вот здесь вот именно вот так согнутая. Почему нельзя было ее сделать просто квадратной. Но, видимо, есть какая-то в этом задумка. И вот такая вот коробочка получается. Внутри она тоже крафтовая. Вот. Я уже пожалела, что купила всего лишь 5 таких коробочек. У меня появилась замечательная идея. Я уже немножко о ней рассказывала, да, то, что хочу в такие коробочки упаковать свои игрушечки, которые по размеру коробочки. Так, и давайте покажу, как это выглядит. Вот. Одну игрушечку я запаковала. Пришлось мне добавить туда наполнитель, потому что игрушечка болталась. Я теперь понимаю, почему многие производители игрушек на проволоку закрепляют эти игрушечки. Просто, чтобы она вот так вот презентабельно выглядела. Также сердечко у меня заваливалось. Но когда я дополнила коробочку наполнителем, все стало на свои места. Вот у меня есть еще такой мишутка. И вот если его туда положить без наполнителя, то он поворачивается боком. Ну и если я положу сердечко, то оно, конечно, тоже. Вот. Даже если вот так поставить, то все равно, я думаю, будут брать, смотреть. Так. Вот. И в итоге он все равно перевернется. Не в ту сторону, так в другую. Я думаю, никто там не будет поворачивать в нужную сторону, поправлять. Поэтому буду дополнять наполнителем. Я думаю, смотрится неплохо. Ну, можно не обязательно мишку положить сюда, можно единорожку, можно что-то еще. Ну, в общем, то, что будет по размеру.
Для этой задумки я на этой неделе навязала сердечек. Пока местит их только 5. Ну вот, получается, одно я уже положила. И еще вот такие вот связала. Получились они у меня разные, так как я вязала из разных ниточек. Вот это вот сердечко у меня связано из Yarnart Jeans цвета 90. Вот эти два из Газала джинс. Они, в принципе, одинаковые по размеру получаются. Только вот единственное, вот это вот сердечко, оно немножко отличается, потому что я вот здесь вот провязала не 3 ряда без изменений, а только 2. Ну, не знаю, видно ли визуально или нет, просто вот это, так сказать, углубление чуть-чуть поменьше. Вот. Ну, я думаю, видно, да? А вот это вот маленькое, это я вязала из Газал Baby Cotton, которая немножко побольше хлопка. Она немножко с вот таким вот блеском, немножечко. Ну, если сравнивать, допустим, с Yarnart Jeans. Так, что-то цепляется. Вот, то есть это пряжа матовая, а вот это вот немножко с таким вот блеском. И сердечко получилось намного поменьше, хотя схема одна и та же. Ну, то есть, если даже вот такое сердечко можно поставить, там, брелочек, да, с подвесочкой 150 рублей, то, ну, вот это на 150 не тянет. Хотя действия сделаны все одни и те же, одна и та же схема. Вот, но мне здесь очень понравился цвет, такой вот красивый. Может быть, камера не совсем передает, немножко засвечивает, он немножко поярче. Ну, прям красивый розовый цвет такой, девчачий. К сожалению, номера вот эти вот не подскажу. Но я думаю, когда буду монтировать, я подпишу какие-то цвета. Вот. Да, конечно, маловато, но мне хватило только на 5 сердечек. Далее, помните, я показывала, что вязала вот такой вот паричок для следующего ангелочка. И я ему уже связала тело. Пока он у меня совершенно не оформленный, ну, понятное дело, я пока мест навязываю, а потом уже буду все сшивать. Вот так он выглядит совсем, ну, так сказать, непрезентабельно. Паричок немножко такой мелковатый какой-то получился. Но я думаю, что когда я все оформлю, пришью, сделаю утяжечки вот такие, то должно получиться все красиво. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Также еще у меня связаны крылышки, но я их, в общем, сюда не принесла. Они у меня там остались в процессе. Вот. Пока мы, конечно, тех ангелочков не купили. Но вот хочу еще все-таки 2 связать в другой магазинчик. Все-таки магазинчик не закрывается и переезжает в новое место. Это не может не радовать. В общем, буду продолжать арендовать полочку и выставлять там свои игрушечки. Вот. Тем более мне нравится вязать таких ангелочков. Это уже как бы 3-й. Ну, кто смотрел все мои вязалоги, тот знает и в курсе всего. Вот. Такой процесс. Наверное, это надо убрать. Следующие мои процессики — это вот такие вот малыши. Мальчик и девочка. Ну, по расцветочке понятно. Вот. Ну и как понятно, это... Как понятно? Ну, я думаю, по ушкам-то понятно, что это будут зайчики. Я извиняюсь за посторонние шумы, но я уже 3-й день не могу ничего снять, потому что то крышу чистят, то дороги шкребут от снега. Ну, в общем, вот это вот постоянно.
Вот таких вот зайчиков я вяжу. В прошлый раз я вязала такого желтенького зайчика. Его быстренько купили на полочке. Оставила я цену 400 рублей. Но тот зайчик у меня был намного поменьше. Я не знаю, от чего это зависит. Возможно, пряжа была потоньше. Может быть, крючок был поменьше. Ну, вот этого вязала я 2,25. На прошлого, наверное, двоечкой. Вот. Я еще ничего не оформила, ничего не шила. Но я думаю, понятно, как эти зайчики выглядят. Схема на этих зайчиков у меня есть в Инстаграм. Я оставлю вам в инфобоксе ссылочку, там текстовое описание. Здесь ничего нет сложного. Ручки ввязываются и все тело, голова цельновязанная. Ну, пришиваются только ушки. Вот так. Здесь я еще не шила. И вот так сшиваю ушки, чтобы вот такая вот тут складочка была. И вот так вот пришиваю. Я думаю, такой хорошенький размер получается. И надеюсь, что в следующем подключении я вам уже покажу полностью оформленные игрушечки. И я там продолжаю еще вязать единорожку. Уже практически кудри довязала. Покажу, какая она получилась. И также еще вот моточки подготовила. Я хочу еще 3 зайки связать. Я думаю, в этом году зайчики лишними не будут. Если не продадутся сейчас, то их можно прекрасно продать под Новый год. Вот такие вот оттенки. Молочный, такой вот капучино, да, и вот такой вот беженький. К сожалению, у меня больше никаких таких ярких цветов софти нету, поэтому буду вязать из того, что есть. Вот. На сегодня это все. Вроде бы все показала. И увидимся в следующем подключении. Снова всем привет! Будет сегодня такое коротенькое утреннее подключение. Конечно, наверное, мой голос еще не совсем проснулся. Но если я сейчас не сниму этот кусочек, то видео на этой неделе не выйдет. Все потому, что мне нужно срочно уехать. И не получится у меня снимать, вязать и все остальное. Вот. В общем, подключилась я показать свои готовые работы. Первая готовая работа — это вот такая вот милая единорожка. Или единорог, наверное, скорее всего. Я думаю, что это мальчик. Ну, по крайней мере, я оформляла как мальчика. Вот такой вот голубоглазенький, голубенький. Но вот единственное, что у меня вот здесь вот грива. Видите, вот так красиво серо-голубая. И вот там немножко есть фиолетовый. Но я думаю, не очень-таки принципиально. Все-таки это как бы игрушка, единорог. Ну, думаю, не сильно смахивает, что это прям девочка. Тем более, что вот оформление личика получилось именно мальчика. Впервые вязала вот такой белый рог. Обычно я его вяжу желтеньким. Я, конечно, хотела выбрать какой-нибудь вот здесь вот кусочек вот такого серенького. Ну, и сделать серенький. Но, в общем, там много нужно было отматывать. И я решила не заморачиваться. Я думаю, что вот так он тоже красиво смотрится. Конечно, если бы у меня была какая-то блестящая ниточка, я бы сюда ее добавила, и она красиво бы смотрелась. Ну, думаю, так тоже хорошенько. А здесь у меня 23 локона. Да, я не поленилась, посчитала. Вот. Таким образом вывязано. Через один ряд здесь. И хвостик у меня всего лишь 6 локонов. Ну, потому что больше здесь вот смотрелось бы уже, ну, слишком. И здесь вот попались такие расцветочки. Кстати, давайте я вам покажу, из какой ниточки вязала. Это ниточки из подарочка от моей вязальной феи. Это вот такая вот пряжа Лиза Дива. Так, если я не ошибаюсь, это, ну да, акрил. Это микрофибра акрил. В 100 граммах 350 метров.
Вот. И это батик. Такая вот интересная расцветка. И вот такая вот, видите, красивая грива получается. Спасибо огромное, Кате, за такой подарочек. У меня еще там есть несколько моточков. Можно связать еще несколько красивых единорожек. Ну и, кстати, на гриву ушло, наверное, грамм 30, может быть, даже 25. Сейчас даже, наверное, взвешу. Ну да, немножко я ошиблась. Здесь у меня осталось 62 грамма. Вот, значит, плюс-минус 40 грамм, да, выходит. Ну, я думаю, если чуть-чуть меньше локонов сделать, я здесь прям вот, ну, очень пышную делала. А так, я думаю, моточек можно разделить на 3 гривы по 30 грамм. Я думаю, тоже будет неплохо. И вот у меня грива получается вот такая длинная, да. А здесь у меня на 53 петельки. Сделать, допустим, на там 48, да, немножечко будет короче. Ну, в общем, я думаю, на 3 гривы можно сделать. Да, в общем, очень мне понравилось. Я обычно вяжу из Беллы, либо из Yarn Art Crazy гриву, потому что не люблю пришивать. И я ее сразу вывязываю из головы. Ну, я думаю, кто видел мастер-класс по такой единорожке, то все видели и знают, как ее вязать. Так. Наверное, красивенько положим. Следующая вязаная игрушка — это вот такой вот амурчик. Ангелочек. Ну, в общем, кто как называет. Купидончик, да, можно. Вот такой малыш. Блондинчик. Вот такие вот красивенькие у него крылышки. Это у меня уже третий купидончик, которого я связала. Но скажу вам по секрету, те два еще не продались. А возможно, еще не сезон, так сказать. Еще до 14 февраля у нас много времени. Вот. Ну, надеюсь, что продадутся. У меня в планах еще одного связать. Знаете, даже если не продастся, пусть они у меня лежат. Я думаю, на подарочек будет кому-нибудь. Ну и все равно, я думаю, рано или поздно любая игрушка найдет своего хозяина. Вот. Это мастер-класс платный. Ссылочку на автора я оставлю в описании, если вдруг кому-то интересно. Потому что все равно будете спрашивать. Почему-то многие пишут: сделайте мастер-класс. Видимо, люди, ну, либо новички, либо не понимают, что если мастер-класс платный, то по нему никто снимать на YouTube видео не будет. Хотя, может быть, это какие-то дети пишут. Ну, в общем, не знаю, кто это делает, но выглядит странно. Вот такой купидончик. Также я еще собрала зайчика. Он у меня вот такой вот злой, суровый получился какой-то. Вот такая вот мордашка. Там у меня белочки есть, но они немножко спрятались. Вот. Такой малыш. Я не поленилась, вывязала хвостик. Смотрите, какой шикарный. Потому что мне всегда пишут там, где хвостик, где хвостик. Но тут, знаете, игрушка получилась прям такая большая. И, ну, без хвостика было бы не очень. Я обычно таких игрушек вышиваю хвостик, но тут просился прям такой, знаете, хорошенький, большой. Я вязала это из софти, Alize софти, крючком 2,25. И знаете, у меня игрушка получилась, ну, прям большая. И если сравнивать с предыдущей, я предыдущую вязала из такого желтенького цвета, то там игрушка помещалась у меня прям на ладошке, и там еще место оставалось. Ну, я точно помню, что зайчик был сантиметров 12, может быть. Так, ну, в общем-то, не знаю, где моя линейка. Так, нашла. Итак, конечно, это не линеечка, но тоже смерить можно. Смотрите, от кончиков ушей, ушей. В общем, у меня получается 17,5 сантиметров. Ну, пусть будет, да, 17.
Вот. А прошлый, наверное, сантиметра на 3-4 у меня был меньше. Я точно знаю, потому что я еще смотрела, он такой небольшой получился, но как бы вязала я его, ну, сложновато, да, долго. Вот, и я еще думала поставить 350 цену, либо 400, но его и за 400 купили. И думаю, такого зайчика тоже можно за 400 поставить, может быть, даже 450, ну, потому что он большой. И еще у меня есть зайчик, это вот такой вот розовенький. Ну, в принципе, в прошлом-то видео я показывала свои заготовки. Вот такой вот красавчик. Камера, конечно, немножко цвет искажает. Ну и плюс у нас еще не совсем светло на улице. Вот. В общем, такие, знаете, какие-то малыши получились. Вроде бы и миленькие на вид, да, вот так вот. Но мордочка у них, конечно, мне не очень понравилась. Возможно, я зайчику еще одну ресничку вышью, чтобы как бы это была прям девочка. Хотя на вид это прям розовый мальчик. Вот. Вот такие вот малыши. Оставлю вам ссылочку на описание. Вдруг вам тоже захочется таких связать. Я думаю, ну, неплохая такая игрушечка, вяжется быстро. Самое главное, что цельновязанная, пришивается только ушки. Ну и по желанию хвостик. Можете либо вышить, либо его связать. Но в описании там я хвостик не добавляла, я просто его вышивала. Потому что предыдущая вязала из полушерсти, там Alize, Lana Gold. Вот. Ну, в общем, остальные были у меня маленькие зайчики, и хвост им такой не нужен был. Вот такие вот готовые работы у меня на этой неделе. Конечно, единорожка у меня начинала вязаться давненько, но все-таки я ее закончила. Вот. Так, давайте уберу это и еще кое-что покажу. Знаете, я еще начала новенькую игрушку. Пока у меня вот только вот такая вот заготовочка. Эта игрушка будет вязаться по платному мастер-классу. Мне его подарила моя подписчица. Еще под Новый год. Но как-то вот руки не доходили. Я то тигров вязала, то немножко, конечно, забыла про этот мастер-класс. Но потом вот, когда уже все связала, все нужное, да, я про него вспомнила. И смотрите, вот так вот выглядит эта заготовка. Я в этом видео не буду говорить, кого я вяжу. А вы, если хотите вдруг угадать, можете написать в комментариях, что это за игрушка будет. Может быть, кто-то вязал, может быть, кто-то видел, либо, может быть, у кого-то есть какие-то догадки, что это будет за игрушечка. У меня еще есть, конечно, небольшое дополнение, но я не знаю, если я вам покажу, то вы сразу угадаете. Ну, конечно, тот, кто видел эту игрушку, и тот, кто знает. Ну, давайте, наверное, все-таки покажу. Вот из такого моточка вяжу, красивого цвета. И вот такая вот у меня заготовочка. Вот. Пока вместе это выглядит вот так. В общем, если у вас есть какие-то догадки, кто это будет, можете писать в комментариях. И в следующем видео, когда я уже свяжу игрушку, то вам обязательно покажу, и вы узнаете, кто это был. Вот. В общем, на этом все. Больше ничего не связано. Конечно, у меня большие сейчас такие перерывы между видео, но я думаю, что в ближайшее время все наладится, и видео станут более регулярными, и начну я уже снимать и мастер-классы, и все. Ну, пока месть как-то так. В общем, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Спасибо за ваши комментарии, лайки. Спасибо, что меня смотрите. И всем пока.